В начале 80-х продажи Ferrari потихоньку шли на спад. Все чаще можно было услышать утверждение, что, дескать, под крылом Fiat ее продукция стала уходить от традиций, становясь более мягкой. Чтобы исправить ситуацию, в 1984 году инженер Никола Матерацци выступил с планом создать настоящий агрессивный суперкар. В качестве основного конкурента итальянцы держали под прицелом Porsche 959, представленный в виде прототипа годом ранее и нацеленного на покорение раллийной группы «Б». Этот сверхтехнологичный на тот момент суперкар показал, что делать ставки нужно не только на мощность, хотя с этим тут было все в порядке, а на современные технологии, такие как, например, полный привод с автоматическим распределением крутящего момента или активная подвеска. В таких условиях появилась модель Ferrari 288 GTO, которая смогла таки развенчать сомнения в отношении курсов Ferrari. Но к моменту окончания разработок и появления готовых автомобилей группа «Б» была упразднена, поэтому поучаствовать в соревнованиях им так и не удалось. Однако эта модель смогла отобрать рекорд максимальной скорости у Lamborghini Countach, преодолев отметку в 300 км в час. Правда, почивать на лаврах Ferrari пришлось недолго. Спустя некоторое время 959 показал результат в 311 км в час и стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Но руководство Маранелло было уверено в том, что проект настоящего спортивного автомобиля имел гораздо больший потенциал. Поэтому было решено использовать 5 первых экземпляров 288 GTO Evoluzione в качестве основы для дальнейших разработок. Этот проект стал последним суперкаром, появившимся под пристальным вниманием самого Энцо Феррари. Он полностью его поддерживал, но потребовал, чтобы готовый автомобиль был закончен в течение 11 месяцев, как раз к 40-летнему юбилею компании. Отсюда, кстати, его название – F40. Внешний облик, будоражащий воображение и по сей день, был разработан Пьетро Комарделлой под руководством Леонардо Фиораванти и доводился до совершенства в аэродинамической трубе Пининфарина. Благодаря ей коэффициент аэродинамического сопротивления составил 0,34. В основе шасси лежала рама из стальных труб, а кузовные панели были выполнены из кевлара и углеродного волокна, что позволило снизить массу автомобиля примерно на 20% и одновременно увеличить жесткость конструкции втрое. Для уменьшения массы из салона убрали все, кроме самого необходимого, оставив сверхлегкие ковшеобразные сиденья, изготовленные фирмой Saab, и упрощенную приборную панель с войлочной обивкой. Даже дверные ручки заменили на легкие шнурки. В педалях вырезали дополнительные отверстия, а окна отливались из специального пластикового состава. Спереди и сзади спорткар получил независимую двухрычажную подвеску с амортизаторами Koni и вентилируемые дисковые тормоза по кругу. V-образная восьмерка от модели 288 с двойным турбонаддувом была расточена до объема 2,9 литра и оснащена системой электронного впрыска топлива Weber Marelli и японскими турбонагнетателями IHI с промежуточными охладителями BER. В паре к нему шла пятиступенчатая механическая коробка передач. Характеристики суперкара оказались просто фантастическими. Двигатель развивал 478 лошадиных сил и 425 ньютон-метров крутящего момента. Первую сотню автомобиль разменивал всего за 4,1 секунды, а максимальная скорость составила 323 км в час. Таким образом, Porsche 959 был отодвинут на второй план. Первый показ прошел на франкфуртском автосалоне 1987 года. Первоначально планировалось произвести небольшой тираж в 400 экземпляров, но внезапно возросший интерес со стороны клиентов заставил Ferrari в конечном итоге построить чуть более 1300 автомобилей до 1992 года. Поначалу суперкар был доступен только в Европе, и первые экземпляры были без каталитических нейтрализаторов. Таких машин было построено всего 50 единиц. Их легко можно было отличить по тем самым боковым пластиковым окнам со сдвигающимися форточками. Но уже в 1989-м начались поставки в Соединенные Штаты, и теперь в стандартной комплектации F40 оснащались кондиционером и катализатором.
А в качестве опции появилась электронно управляемая подвеска с регулируемыми амортизаторами. Всего на североамериканский рынок попало 213 единиц. Мало кто знает, но существует небольшая серия машин, построенных для рынка Швейцарии. Их можно отличить по заднему антикрылу уменьшенного размера. Подобные изменения требовали правила безопасности этой страны. Интересный факт, что практически все F40 были произведены с левым расположением рулевого колеса, за исключением 6 или 7 единиц, переоборудованных компанией Pininfarina под правый руль по заказу султана Брунея. Их количество, в зависимости от источника, не постоянно. Где-то встречается информация, что этих машин было вообще 10. А еще они отличались тем, что были окрашены в разные цвета, недоступные другим клиентам. Напомню, что все F40 красились исключительно в красный цвет. Поскольку F40 в итоге строился исключительно как дорожный автомобиль, тем не менее его связь с гонками возникла благодаря небольшой компании из города Падова – Микелотто Автомобили. Еще в конце 70-х, с благословения самой Ferrari, здесь появились болиды 308 GTB для группы 4, выдававшие без малого 300 лошадиных сил. Микелотто также приложили руку к уже небезызвестным нам 288 GTO Evoluzione. Вот и своеобразной восьмеркой F40 команда показала настоящие чудеса. Из силового агрегата Ferrari удалось извлечь 720 лошадиных сил. Жан Алези и Жан-Пьер Жабуй участвовали в гонках на первом таком экземпляре в 89-м. Такие версии получили индекс LM, и всего было построено 19 экземпляров. А уже в первой половине 90-х подобная эволюция привела к появлению таких вариантов, как F40 GTE и Michelotto GT. Занимая столь важное место в родословной суперкаров Маранелло, в итоге автомобиль получил настоящий культовый статус. Неудивительно, что многие экземпляры F40 были изначально приобретены коллекционерами, и их судьба в основном ограничивалась демонстрационными залами и выставками. Конечно, по сравнению со своим главным конкурентом Porsche 959, представлявшим собой высокотехнологичный продукт, F40 был настоящим динозавром. Однако то, что могло восприниматься как слабость, оказалось в итоге силой F40. Как утверждают многочисленные автомобильные источники, не зря эту модель называют одним из величайших суперкаров всех времен, ведь в нем сосредоточились самые чистые ощущения от вождения, не испорченные электронными примочками, которые стали нормой для многих суперкаров. Вот как охарактеризовал F40 журнал Classic and Sports Car в одном из своих выпусков. Большинство суперкаров со временем тускнеют, их пребывание на вершине слишком быстротечно, но магнетизм F40 с каждым годом только растет. А вот и повод для сегодняшнего выпуска. Этот экземпляр легендарной F40 с номером шасси 85596 является 18-м по счету из 213 экземпляров, предназначенных для рынка Соединенных Штатов. Построенный в июне 90-го года, он был отправлен в дилерский центр Grand Prix Motors из Сиэтла, штат Вашингтон, и уже в августе был продан одному из самых известных и успешных бизнесменов Полу Аллену. В первую очередь, Аллен знаменит тем, что вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом в 1975 году основал корпорацию Microsoft. Впоследствии, отойдя от дел компании, он занимался благотворительностью и активно принимал участие в финансировании различных медицинских и экологических исследований. А в 2003 году даже стал главным инвестором компании Mojave Aerospace Ventures, разработчика суборбитального космического корабля Spaceship One. Аллен был владельцем этого F40 в течение 13 лет, и за все это время пробег автомобиля практически не увеличивался. На момент его продажи в июле 2003 года на одометре было всего 1600 миль. Решив пересесть на новейший гиперкар Ferrari Enzo, Аллен продает F40 некоему Майклу Урну из Орегона. В июне 2007-го суперкар попадает к известному дилеру итальянских суперкаров Лагуна Нигель в Калифорнии.
Именно здесь F40 был сертифицирован и попал в так называемую Красную книгу Ferrari Classic. Затем, с марта 2008 года владельцы менялись с поразительной быстротой. Поначалу он попал к энтузиасту, проживающему в Эшвилле, штат Северная Каролина. Спустя 19 месяцев его приобрел коллекционер из Дарина, штат Коннектикут. В октябре 2011 он переехал во Флориду, а в 2019 его приобрел текущий собственник, в очередной раз выставляющий машину на продажу с пробегом менее 2800 миль. Торги пройдут 10 декабря 2022 года в Майами на аукционе Sotheby's. Предполагается, что за автомобиль смогут выручить от 3 до 3,5 миллиона долларов. И несколько слов о рынке. Несомненно, за последние десятилетия рост цен на F40 очевиден. Если в начале 2010-х можно было говорить о ценах в миллион как о неких рекордах для модели, то сейчас о ценах до 1 миллиона долларов можно окончательно забыть. Средняя стоимость составляет примерно 2 миллиона долларов. Но похоже, все идет к тому, что в скором времени и она тоже станет частью истории. Вот лишь некоторые примеры, доказывающие, что ситуация меняется очень быстро. Этот вариант 1992 года для североамериканского рынка был продан в августе 2022 на аукционе Sotheby's в Монтерее за 3 миллиона 855 тысяч долларов. А вот этот F40 90-го года с пробегом чуть более 1800 миль в августе 2022 в Пебл-Бич Гудинг реализовал за невероятные 3 миллиона 965 тысяч. Кстати, на примере именно этого экземпляра мы можем проследить, как менялись цены за последние несколько лет. 2017 Amelia Island. Гудинг продает его за 1 миллион 485 тысяч долларов. Спустя год в Монтерее Sotheby's находит ему нового владельца уже за 1 миллион 710 тысяч. И вот в 2022 он продается уже за почти 4 миллиона долларов. Но и это еще не все. Пару слов о самом дорогом Ferrari F40. Им стал вот этот необычный экземпляр с номером шасси 74045. Первоначально еще в 1987-м он использовался заводом в качестве предсерийного прототипа, а в начале 1992-го был продан гонщику Рене Херцогу. Тот отправил автомобиль в Микелотто для доработки под спецификацию LM. И вот в феврале 2019-го в Париже на аукционе все того же Sotheby's он уходит за фантастические 4 миллиона 842 тысячи 500 евро, что составляет чуть более 5,5 миллиона долларов по тому курсу. Ну а нам остается только дождаться результатов аукциона в Майами. Вдруг окажется, что автомобиль, принадлежавший Полу Аллену, преодолеет отметку в 4 миллиона долларов и установит очередной рекорд. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете автоархивы. До встречи.